Спортивное подразделение Renault, отвечающее за самые мощные и заряженные модели, подготовило свежую новинку Alpine A390. После успешного старта их первого электрического хэтчбека A290, принесшего бренду рекордные продажи в 2024 году, 4-й год подряд, логично, что модельный ряд должен расшириться. Это не просто еще один кроссовер, которых полно на дорогах. В компании даже слова такого не признают, мол, это спортивный фастбэк. Но если без маркетинговых слоганов, перед нами купоподобный кроссовер с динамическим профилем, наклонной линией крыши и характером настоящего хищника, как подчеркивают в компании. Построенный на платформе AMPR Medium, хорошо знакомый по Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech, новый 390 обещает быть самым динамичным среди своих собратьев. Даже Nissan Ariya Nismo, с которым новинка делит платформу, вынужден немного подвинуться. Alpine выдает еще больше мощности. Новый 390 выглядит гораздо агрессивнее, чем соплатформенные модели Renault. Модель отличается элегантным, стремительным силуэтом с высокой линией окон и покатой крыши. Alpine изрядно поработала над деталями. Треугольные вырезы в переднем бампере скрывают по десятку светодиодов с каждой стороны, а полноразмерные светодиодные полосы спереди придают еще больше харизмы. Треугольный мотив повторяется и сзади. В углублениях бампера под тонкой световой панелью с подсвеченным логотипом это выглядит очень стильно. Центральное ребро на капоте делит его пополам и ведет к большому лезвию с отверстиями, направляющими воздух для лучшей аэродинамики. Большие воздухозаборники спереди и незаметный спойлер сзади подчеркивают спортивный характер машины. На задних стойках французский флаг, напоминающий, что он чистокровный француз, так как его производят на заводе в Дьепе, на севере Франции. Как и Renault Megane, ручки задних дверей скрыты в стойках, а стандартные 20-дюймовые колеса можно заменить на 21-дюймовые для более яркого вида, хоть это и немного снизит запас хода. И еще классная фишка – Michelin создала специальные летние и всесезонные шины именно для этой модели, чтобы обеспечить комфорт и эффективность в любую погоду. Это самый большой автомобиль в истории бренда, но он все равно достаточно практичен размерами. Он имеет 4615 мм в длину, при этом его ширина – 1885, а высота – 1532. Колесная база – 2708 мм. То есть он на 136 мм короче и на 92 ниже, чем Tesla Model Y. Дорожный просвет – 152 мм. Конечно, больше значит и тяжелее. Даже в самой легкой версии он весит более 2 тонн, 2121 кг. При этом вес распределен почти идеально – 49% спереди и 51% сзади. С багажником объемом 532 литра, с поднятыми задними сиденьями, спортивный кроссовер стал еще и самым практичным. Спортивный электрокроссовер построен на платформе AMPR Medium, которую уже используют модели Renault и Nissan Ariya. Но не думайте, что Alpine просто скопировали. Шасси было сконфигурировано с помощью специального оборудования и индивидуального программного обеспечения, разработанного для более спортивного поведения. Трехмоторная полноприводная система с одним мотором спереди и 2 сзади работает вместе с системой активный векторинг крутящего момента. Она призвана сделать новинку более маневренным, чем предполагает его размер, минимизируя обычную вялость, вызванную тяжестью, присущую многим электромобилям в этой категории. На старте автомобиль будет предложен в 2 версиях – GT и GTS. Даже базовая GT выдает 400 сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет разгоняться до сотни всего за 4,8 секунды и достигать максимальной скорости 200 км в час. А в топовой GTS мощность растет до 470 сил, а крутящий момент – 808 ньютон-метра. Как результат, разгон до 100 км в час занимает всего 3,9 секунды, а максималка поднимается до 220 км в час. Здесь даже есть функция обгона. Она на 10 секунд повышает мощность двигателя, чтобы резко обойти кого угодно на дороге.
Но после такого форсажа придется подождать 30 секунд перед последующим использованием. Это напоминает, как буст в видеоигре с таймером перезарядки, мощный заряд драйва, который доступен не постоянно, а в самый подходящий момент. Электромобиль оснащен режимами звукового сопровождения работы электромоторов, что придает драйву и позволяет водителю глубже почувствовать машину. Впервые для Alpine на передней оси установлен мощные шестипоршневые тормоза с дисками диаметром 365 мм. Подвеска классическая пружинная, но с хитрой фишкой, гидравлическими ограничителями хода в амортизаторах, делающими езду более мягкой и комфортной, не теряя спортивного характера. Обе версии кроссовера получили 400-вольтовую тяговую батарею от французской компании Viorca, изготовленную эксклюзивно для Alpine. Аккумулятор предназначен для поддержания высокой мощности зарядки в течение более длительного времени. Емкость аккумулятора 89 кВт-часа обеспечивает запас хода до 555 км по циклу WLTP при оснащении меньшими 20-дюймовыми колесами. С 21-дюймовыми легкосплавными дисками запас хода уменьшается до 520 км. Литий-ионный аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 190 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор от 15 до 80% за 25 минут. Автопроизводитель уверяет, чтобы проехать 2 часа по шоссе, достаточно зарядить электрокар менее чем за 20 минут. Обе версии, GT и GTS, получили современный тепловой насос в стандартной комплектации, что помогает более эффективно использовать энергию. Кроме того, новинка поддерживает двунаправленную зарядку мощностью до 22 кВт, что открывает новые возможности для владельцев, например, использовать автомобиль в качестве источника питания. Внутри Alpine A390 тесно связано с моделями Renault. Здесь найдешь 12- и 3-дюймовую цифровую приборную панель и 12-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, расположенный вертикально в портретной ориентации. Но при этом Alpine не пошла по пути полного погружения в сенсорные кнопки. Под экраном остались привычные физические кнопки и переключатели, что делает управление более удобным и напоминает настройки в родственных моделях. Информационно-развлекательная система построена на базе Android и предлагает не только удобный интерфейс, но и телеметрию, которую можно отслеживать через специальное приложение на смартфоне. В салоне установили спортивные кресла и скошенный руль, на котором есть кнопки выбора режимов движения. Топовая версия максимум комфорта, передние сиденья Sabelt, обшитые кожей Напа. Кроме стильного вида, сиденья предлагают массаж, подогрев и полностью электрическую регулировку. А в списке опций аудиосистема Deviolet мощностью 850 Вт с 13 динамиками, парковочный автопилот, а также камера на 360 градусов для максимально удобной парковки и маневрирования. Новинка получила передовые системы помощи водителю нового поколения, которые буквально визуализируют на приборной панели происходящее вокруг автомобиля. Среди новых функций – контроль усталости водителя с возможностью автоматического экстренного торможения, система автоторможения, работающая не только при движении вперед, но и при движении назад, а также помощник удержания в полосе. А при парковке подключается функция безопасного выхода для пассажиров. И, конечно, по умолчанию у 390 установлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go. На старте 390 будет доступен в версиях GT и GTS. Старт продаж намечен на 4-й квартал 2025 года. И вот тут держитесь. Предварительная цена от 65 до 76 тысяч евро. Это с пресс-релиза компании. Сейчас многие, наверное, с удивлением думают: вы серьезно? И да, вы будете абсолютно правы. За такие деньги уже можно смотреть в сторону Tesla Model Y 2025 года, Audi Q6 Sportback и Tron, а то и базовый Porsche Macan EV. Для дебютной модели ценник более чем амбициозный. Окончательные цены обещают назвать ближе к старту заказов. Но если ребята не подрегулируют прайс, покупателей такого электрокроссовера, мягко говоря, точно будет не густо. Поддержи канал лайком и подпиской. В
Впереди еще много интересного. До встречи в следующих видео.